13 ампер. Ну все, уже до бела раскалилась. Во всяком случае, уже ковать можно точно. Вон она искрит и оплавилась. Приветствую всех своих подписчиков. Ну, продолжаю тут серию таких видео снимать по разным индукторам, которые я вот планирую подключать к своей переделанной из сварочного инвертора индукционной печки. Ну вот, то, что я показывал в прошлом видео. Я вот этот в прошлом видео потестировал индуктор плоский. Ну, где-то его можно применить. Вот ссылочка сверху на это видео. А сегодня я хочу вот такой индуктор. Вот он трубкой шестеркой намотан, и я на него еще добавил оплетку, ну, остатки, чтобы не замкнуло. Просто все-таки тонкая очень шестерка, она гнется, чтобы не закоротилась. Это такая оплетка из стекловолокна, я с какого-то провода старого снял. Вот, соответственно, я его потестирую. Под чего я планирую его? Вот у меня спрашивают подписчики на пайку резцов для токарного станка, вот что-то такого подобного вот разогревать. Просто у меня токарного станка нет, и я так особо с железом не работаю. Вот, я больше там с цветными металлами. Вот, поэтому я решил вот намотать такой, ну, чтобы показать всем, кто вот планирует наваривать резцы, будет, не будет греть. Сейчас вот попробуем, и я вам это все покажу, расскажу. Ну, надеюсь, получится. Почему такой формы, не цилиндрической? Вот мои такие рассуждения. Когда в цилиндрический индуктор помещаешь, да, железку, она нагревается вот так вот, максимальный нагрев в середине индуктора. Вот, допустим, в плоском индукторе тут чуть-чуть по-другому. Тут получается, если вводишь, нагревается вот эта часть максимально, вот, и она, если вот какую-то плоскость греть, да, на ней, то будет прогрев вот таким кольцом. Вот. Ну, я в прошлом видео показывал, как работает плоский индуктор, и, в принципе, можно придумать, где его применить и использовать. А вот этот как раз вот под железо, и поскольку он будет сверху так вкладываться, не надо будет засовывать, да, получится, что вот этими витками он должен прогревать часть резца, которые там подальше, которые не надо напаивать, а середина должна хорошо разогреться там до максимальной температуры, чтобы приварился тугоплавким припоем, ну, твердосплавная накладочка на резец. Ну вот я это дело и попробую. Просто многие спрашивают, я как бы, ну, на чем попробовать? У меня тут есть какие-то железяки, резца у меня нет, чтобы попробовать. Но по нагреву будет там понятно, потянет, не потянет. Ну вот такой, именно вот такой формы я решил сделать и попробовать. Ну давайте, сейчас я его прикручу и посмотрим. Все, прикрутил, воду включил, тихонечко течет, правда. Вот. Ну, через шестерку плохо протекает, помпочка слабенькая. Есть вот, значит, два прутка квадратные. Ну, я думаю, что вот этот больше напоминает резец. Это 16 на 16 сторона. А это 10 на 10. Вот такой. Как раз вот сюда я его и буду помещать. Ну и заодно посмотрим, как это все греется, насколько быстро. Вот так видно, наверное, будет. Ну да, все. Все, сейчас будем включать. Водичку принесу, охлаждать, чтобы потом. Так, ковшик с водичкой, чтобы потом сразу охлаждать, не бегать здесь. Но понятно, я в прошлых видео говорил, когда вот этот плоский тестировал, что вот у меня сейчас этот мой аппарат из сварочного инвертора, который я переделал и показывал, как я это делал, он настроен больше на керамические тегеля. Вот, я под них отстраивал, просто жду. Тигель мне подписчик обещал, и я на нем попробую уже окончательно, как и что работает. И просто к нему подключаю сейчас разные. В прошлом видео я тоже показал, там я разные формы намотал. И посмотреть, пока жду тигель, как работать будет то или иное. У меня много спрашивают, я просто сам не знаю, не пробовал никогда. Поэтому вот такая форма, сейчас вот мы ее и попробуем.
Так, включаю. Включаю. Ну, наверное, с маленького начнем, потому что маленький-то точно прогреется. Вот. Напряжение вроде пока хорошее, 240 вольт тут у меня на даче. Ну, вот так вот укладываю. Видно? Ну, вроде видно, да? Светло, не знаю, насколько будет. Ну и пойдем поднимать частоту. Так. 9. Восемь, 9, 10, 11, 12. Ну, в принципе, ребят, смотрите, греет очень-очень шустренько. Даже токи надо убавлять. А вот, прилипло. Не, я думаю, всякое припаяется твердосплавное, потому что сейчас вот так вот я занесу туда. 12 ампер здесь. И греет очень хорошо, да. Смотрим. Ну, в центре там уже начал подплавляться даже. Смотрите, вот добила. Сейчас искриться начнет искрить, я уберу. Все. Вот 13 ампер. Ну все, уже добила, раскалилась. Во всяком случае, уже ковать можно точно. Вон она искрит. И оплавилась. Верх оплавился. Сейчас остынет, я покажу. Охлаждаемся. Ну, довольно шустро работает. Кстати, не замерил на какой частоте, но сейчас посмотрим. Так, ну смотрим, смотрите, вот, видите, верхний слой потек, оплавился. Вот, ну вот уже оплавилось. Вот, такой нашлепок сверху. Это то, что потекло. Ну, индукционные токи сверху греют, соответственно, оно верхний слой плавится, а нижний еще как бы, ну, постепенно так это все, в принципе, можно расплавить до плавления вот железяка. Вполне реальный индукторок, надо посмотреть, даже особо и не нагрелся, даже посмотреть на какой частоте, но частота высокая, где-нибудь в районе 60 кГц, вот, судя по ручкам, как я замерял. Ну ладно, пока это оставляем, сейчас я сразу, чтобы под рукой у меня было частоту померить. Так. Частоту померить. Так вот размещу. Тут наводки на нем показывает. Сейчас вот на холостых 82 килогерц. Ну что, давайте теперь так вот эту железяку большую попробуем. Нагреется ли она? Так. Так, вот поставим, чтобы замерить частоту 80. На какой частоте резонанс? Ну, железо сильно понижает индуктивность, поэтому... А нет, невысокая. Частота 50. 9,5. Ну вот оптимально. 50 килогерц где-то. Вот пока она не прогретая. Прогреется, когда частота будет повыше. Ну тут надо следить. Точку Кюри будет переходить. Токи начнут быстро подрастать. Но он уже краснеет. Ну понятно, где-то в районе 50 килогерц там все это дело греется.
Ну вот, все. Поехали. 12. Точка Кюри перешла. Я чуть-чуть частоту увел в более высокие. А так, в принципе, ну, 15 ампер. 15 ампер. Частота 53 килогерца. Ну, в принципе, очень хорошо разогревает. Ну, видите, с железом приходится подстраивать, чтобы токи не убежали. Просто... Ну да, так же, чуть подольше, чем сантиметровый пруд. Этот пруд, все, пошел тоже подплавляться. На 13 амперах 2,2 киловатта. Вон, искрить начал тоже, уже подыскривать, видите. Ну, до белого коленя разогревает железо. Ну вот у меня спрашивают про железо. Ну вот смотрите, вот уже смотреть на него как-то это глаза даже очень ярко. Верхний слой оплавляется уже 13 ампер. Вот. Ну, сейчас вот так наклонен, там капнет. Верхний слой капнет. Ну вон булькает, видно верхний слой. Ну вам не видно, наверное, мне тут видно. Так, ну все, выключаю, все понятно. Все, плавится уже конец. Я тут ток убрал. Сейчас я вам покажу, что с этим стало. Держать уже горячо. Ладно, все. Выключаю. Вот. Видно, не видно. Вот оплавленный конец. Совсем оплавился. И подтек. Ну, это нормально. Все, охлаждаю тоже его. Сейчас покажу. Выключу пока. Все, выключил. Шлак обсыпался. Ну вот сверху тоже подоплавлено. И тут вот нашлепка наплавилась. Это то, что стекал верхний слой. В принципе, ну, железо можно разогревать. Это 16 на 16 пруд. Вот. Ну что, давайте попробуем тогда не железо. Я вот эту, то, что показывал, свою титановую фомку, сейчас еще попробуем здесь разогреть. Посмотрим, как получится. Просто я в цилиндрическом показывал, я разогревал фомку. Сейчас я ее возьму и попробуем тут тоже разогреть. Это цветной металл, можно сказать, титан. Вот титановая фомочка моя, она легкая, но я в видео показывал там, что она совершенно не магнитится и чистый титан. Такие две у меня еще давно, еще с каких-то советских времен в машине валялись. Вот. По виду, да, напоминает железо, а в руки берешь, она фактически как алюминий. Так, ну что, включаем, будем смотреть. Какого конца? Ну, этот конец сразу разогреется, он тонкий, плоский, это понятно. Ну, давайте вот с толстого конца попробуем. Я как раз это дело и проверю. Включаю. Вот так. Вот тут сразу 20 ампер можно дать. Железо чуть просаживает, а это
Ну вот 14 ампер, 13. Ну, ребят, очень быстро, смотрите. Титан как разогревается в таком маленьком индукторе. Ну, концентрируется все, вся мощность, вот эти 2,2 киловатта, они вот на единицу площади, получается все очень нормально. Но сильно не буду разогревать, потому что говорят, что титан при 1200 градусов гореть начинает, типа как магний. Поэтому не буду тут рисковать, чтобы мне тут ничего. Ну все, титан разогревается тоже. Вон, до бела. О! Небольшая авария, перевесила. Водичка потекла. Ладно, все остужается. Сейчас тут вытру. Еще что-нибудь попробуем. Ну и хватит, наверное, на сегодня. Ну давайте вот медную трубку попробуем еще разогреть. Здесь же она в этом... Это десятка. Ну вот обрезка у меня здесь есть. Надо только, наверное, кожаную перчатку взять. Теплоотвод будет хороший в нее. Поэтому горячо держать будет, наверное. Так. Ну и посмотрим. Просто если будет греть, то значит можно намотать индуктор для пайки медных трубок. Если до красна разогреет индуктор такой, что тогда можно будет подумать форму, которую, чтобы сбоку подставлять и, допустим, там спаивать не газом, а там я вот паяю газовой горелкой, то можно будет тогда запаять и вот в индукционном. Ну это надо подумать. Сейчас попробуем. Сейчас как согну ее, чтобы можно было держать нормально. Ну и все. Не знаю, будет видно, не видно, светло здесь, до красна разогреть. Ну, до красна разогреться, наверное, будет видно. Ну, поехали. Так. Тоже где-то 12 дам сейчас ампер. Ну, вон задымило сразу. Ну он до красна разогрелся моментально, он конец красный. Видно? Так что, ребята, можно даже это придумать и как это запаивать трубки непосредственно, вообще моментально, он до красна. Все, начало плавиться, конец. Сейчас покажу. Все, убрал я тут. Сейчас вот только вот 20 ампер много. Так. Ну, видите, и сварочник нормально. Иногда я вывожу до 20 ампер, ну, случайно. Тут такая уже тонкая подстройка идет. И ничего там, в холодный воздух дует. В принципе, нормально все работает. Интересно, что он, ну да, медный конец плавится. Сейчас я покажу вам. Вот он так течет, сплавляется. Так, до красна. Сейчас еще добавлю. Ну все, выключаю. Все понятно, можно разогревать и медь. Даже через перчатку горячо. Как передается тепло. Ха, ну вот смотрите, прожглось насквозь, проплавилось с этой и с этой стороны. В принципе, ну, понятно, я этот отстраивал как раз для прямого нагрева цветных металлов, поэтому и получается, что цветные металлы нормально греют. Ну, видите, и в принципе и железо нормально разогревается. Ладно, сейчас, может, что еще придумаем. Чего нагреть? Посмотрим. Есть у меня еще вот такой тестовый старый напильник. Но это я в цилиндрическом его разогревал до красна индукторе и просто загибал, пока он красный. Ну, сами знаете, что паяльники углеродистые, он ломается легко. А вот красный, он нормально, видите, загибается.
Ну, сейчас мы его здесь, этот конец, и попробуем разогреть тоже. Но это должно быстро разогреться, потому что он не толстый, плоский и, в принципе, высокоуглеродистый. Должен нормально греться. Сейчас попробуем. Так, смотрим. Включаемся. И поехали поднимать. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Почти 11. Вот 11. Ну моментально красный. Вот сразу. Сразу красный. На 12 амперов. Вот 16 ампер. Вот 13. Ну тоже, ребят, можно довести его до фактически до плавления. Вот он начал искриться, начал верхний слой у него оплавляться уже. В принципе, такое уже ковать можно. Это всего 12 ампер, 2 киловатта. Так что у печки очень высокий КПД получился. Ну, он искрит она. Это вот она плавится. Как бенгальский огонь. Ну да. Забавно. Ну все, ребят, выключаю, все понятно. О, расплавился конец у напильника. Не знаю, какая у него температура плавления, не знаю. Ну вот, видите, это вот то, что с него стекало, оплавился он весь. Так что температура высокая, я думаю, ковать всяко можно. Из напильника можно нормально что-нибудь отковать. Вообще без проблем. Так что можно форму индуктора под какую-то конкретную задачу сделать, такой оптимальной, и все будет отлично работать. Ну, как-то так. Ну вот пока себя тут тешу. Может, что еще придумаю, какой формы, тоже вам покажу. Но там у меня еще есть. Я в прошлом видео показывал, какой формы я намотал. Их еще не все вам показал. Но там уже дальше я в следующем видео покажу, чтобы не затягивать. Ладно, с этим пока все. А в следующем видео вот такой вот потестирую. Такой формы. Он как бы наполовину плоский. Наполовину вот такой. Посмотрю как. Просто вот то, что я показал, да, трубка нагревается в этом, то если шестеркой намотать, он шестеркой трубку, он будет маленький. Его можно вот такой формой сделать, ну как я думаю, и как раз, чтобы спаивать трубки медные, вот как раз его сбоку подводить, такой индуктор небольшой, и она легко будет прогреваться и спаивается. Ну, получается, видите, работает, как я и предполагал, на частотах от там 50 до 60 кГц. Вот примерно в этих интервалах это все работает. А запас больше, регулировка от 45 и до 82 кГц. Поэтому можно сделать вообще очень маленький индуктор, как раз вот для пайки медных трубок, для спаивания. Тогда частота будет где-нибудь там в районе 66-70 килогерц и будет отлично работать. Ну ладно, все, на сегодня, наверное, все. Ну все, друзья, на сегодня все. Вот, ну вот, занимаю себя тут, чтобы как-то отвлечься от этого всего здесь у нас, что сейчас творится. Вот, ну и вам показываю, рассказываю. Так что, если у кого-то есть идеи какие-то вот, под какую-то задачу подумать форму индуктора, я могу, в принципе, попробовать из чего-то старого перемотать, попробовать.
и протестировать, если кому это интересно. Так что пишите в комментариях. Вот. Ну, в прошлом видео я сказал, что я там на Рутубе попробовал кинуть несколько роликов, туда закинуть. Ну, ребят, честно скажу, что навряд ли, наверное, я там не буду размещаться, потому что, во-первых, вот моя тематика там вообще не для Рутуба. Там фактически не смотрят. Вот там несколько человек, там человек 12 заходило, и буквально там по 10-15 секунд. Ну, судя по тому, что, ну, по статистике я там посмотрел. Плюс очень долго модерируется, на модерации находится видео. Ну, вероятнее всего, что их там вручную как-то, что ли, смотрят, я не знаю, или все просматривают подряд от начала до конца. Вот. Ну и самое, что печальное, что я там поискал, там нет раздела комментарии. Вот. А для меня важна обратная связь, поэтому как-то вы что-то спрашиваете, я проверяю, и вот этот процесс идет, потому что если бы я так варился в собственном соку, то в принципе таких нормальных результатов не достиг бы. Все-таки вот методом так проб и ошибок вот получилось сделать приличную печку. Вот. Так что, ребята, смотрите, ну, ставьте лайки, не забывайте. По поводу, ну, пока YouTube работает, в общем-то, я на YouTube. Дальше либо буду в телеграм-канале. Ну, на Рутубе пока там 10 последних роликов висят. Посмотрю, как дальше. Но просто мне жалко свое время тратить туда, выкладывать, потому что там это никому не нужно. Ну, вот так. Ну, все. Всем пока. Удачи. Не болейте. Ну и все. Пока.